Всем огромный привет! Вот уже на протяжении многих лет я шью себе тапочки сама, своими руками. Делаю я их вот из этого материала. Все, наверное, уже узнали прекрасно, да, это отельные тапочки. Каждый раз после отдыха я привожу с собой такие одноразовые тапочки и переделываю их в домашние. Обычно я для тапочек использую лоскутки ткани, которые у меня остаются после шитья. А на этот раз решила посмотреть, какие тапочки в моде, если можно так сказать. Ну вот увидела такие меховые тапочки пастельного цвета с перекрестием вверху. Мне они понравились, я их повторила. Оставайтесь со мной, я покажу пошагово, как я это делала. Построим с вами выкройку, по которой, я думаю, будет очень легко и просто повторить эти шаги. В первую очередь нам нужно избавиться от лишнего материала. Нам не нужен весь этот флизелин, который на тапочках. Значит, тапочки отельные имеют большой размер, они рассчитаны на любой размер ноги, не имеют ни правой, ни левой стороны, поэтому нам нужно их подогнать еще под свою ногу. Вот я на обратной стороне уже приложила свои старые тапочки подошвой и вычертила контур, по этому контуру я буду вырезать подошву. Сейчас будем строить схему верха. Нам нужен прямоугольник 21 сантиметр на 17,5 сантиметров. Так, находим середину, это 10,5, и в произвольном порядке рисуем полукруг от руки. Можно лекал использовать, но нам здесь особая точность не нужна, поэтому рисуем от руки. Нарисовали. Так, немножко здесь выровняем. Вот таким образом. Открываем носочек на 2,5 сантиметра. Проводим линию. Вот это пересечение нам надо будет. Ну и здесь, соответственно. Снизу откладываем 7 сантиметров. Вот она здесь. И проводим прямую линию. По кривой откладываем 5 сантиметров. Значит, здесь 7 сантиметров. Здесь откладываем 5 сантиметров. Это будет 5 сантиметров. Это будет у нас ширина полоски. И в уголочек ведем прямую линию. Вот одна деталь у нас готова. Таким же образом поступаем со второй деталью. Откладываем 7 сантиметров. Проводим линию. Откладываем 5 сантиметров. Проводим линию. И вот эти две детали нам нужны. Вырежем эти две детали отдельно на листочках бумаги. Так, перенесла я на отдельные листочки бумаги детали, чтобы нам не запутаться. Во-первых, нужно отметить, где у нас будет долевая нить, вот так в направлении стрелочки отметим. И чтобы не запутаться, нам надо отметить, где у нас будет нижняя деталь, где у нас будет верхняя. Так, я думаю, что вот это вот будет нижняя деталь. Вот она у нас. Отмечаем нижняя, а отмечаем это верх. Каждой детали нам понадобится по 2 штуки из меха и из атласа. Это будет верх, это будет подклад. И каждой детали понадобится 4 штуки из дублерина. Это дублерин. Будем дублировать, чтобы тапочки держали форму. Вырезаем детали, не забываем давать припуски. Таким же образом вырезаем детали из дублерина. А вот уже с мехом другая немножко история. Каждую деталь мы будем вырезать отдельно. Не забываем отмечать долевую. И что это за деталь у нас?
И вот она у нас есть. Так, мы оставили на припуске и зеркалим ее. Так, дублируем все детали. И делаем выкройки для подошвы. Направление ворса у нас идет в эту сторону. Вверх носочек будет вот здесь. То есть ворс будет идти вот так. Здесь нам припуски не нужны, потому мы обводим и потом просто вырезаем. Вырезаем достаточно точно. Потом мы еще подровняем. Нам нужно четко по контуру иметь эту выкройку. Начинаем сшивать детали. Скрепляем детали друг к другу лицевой стороной. Так, вот у нас лицевая сторона атласа, лицевая сторона меха. То есть дублерин у нас должен быть с внешней стороны здесь и с внешней стороны здесь. И сейчас будем прошивать по длинной стороне строчку пускать. Здесь строчка и здесь строчка. Вот эти боковые срезы мы не зашиваем. И выворачиваем деталь. Можно помочь себе ножничками, если не получается. Ну, пока у меня получается, выворачиваем деталь. И вот посмотрите, когда мы прошивали, мех получился, попал в строчку. И когда мы будем делать тапочки, это будет выглядеть не очень красиво. Нам нужно просто этот мех вынять. Вынимаем иголочкой просто. Ну вот видите, как получается. Совсем другое дело. Теперь нам нужно эту деталь вывернуть обратно наизнанку. Так, вывернули деталь, и сейчас мы будем разутюживать вот эти швы, а потом обрежем. Оставим полсантиметра. Обрезаем еще вот этот вот мех, чтобы он не топорщился, не создавал лишний объем нам уже в готовой детали. И снова выворачиваем уже готовую деталь. Вот что у нас получается. Нам осталось только приутюжить ее. Вот у нас одна деталька готова. И так поступаем со всеми остальными деталями. Ну вот, одна деталь у нас уже готова. Вот как она выглядит с изнаночной стороны. Вот как она будет у нас держать форму. Очень хорошо. И самое главное, мы не забываем отмечать, что это за деталька, иначе можно потом запутаться. И вот у нас уже все детали готовы, осталось только собрать тапочки. Но прежде чем их собирать, нужно вымерить полоски по своей полноте ноги. Для этого мы прихватим стопы иголочками. И берем нижнюю деталь и верхнюю деталь. И будем вымерять носок. Ну, естественно, это будем делать все на ноге. Я просто покажу, как это сделать на руке. Оставляем носочек, сколько вам нужно. Тоже прихватываем детальки здесь вот возле носочка.
Так, прихватили вверху детальки и уже одеваем на ногу, и там уже регулируем по своей полноте, сколько вам нужно, какая вам нужна полнота. И тоже прихватываем здесь, и уже потом будем работать с краем. Ну вот я уже вымерила по своей полноте один тапочек. Вот у меня осталось столько лишнего, то есть достаточно этой длины для любой полноты ноги. У меня полнота небольшая. Вот. И хочу еще заметить по направлению ворса. Следите, чтобы направление ворса было и на подошве, и на перекрестиях в одну сторону. У меня это идет на меня. Ну, можно сделать и от себя. Ну, просто чтобы оно было в одном направлении. Ну, еще такой момент, значит, по перекрестию верха. Значит, смотрите, здесь идет низ, мы пускаем сюда, значит, на втором тапочке низ будет у нас где? Идти отсюда, то есть они должны расходиться друг от друга, а верх тогда будет сходиться. И тогда на втором тапочке тоже будет соблюдено направление ворса. Вот таким образом будет выглядеть второй тапочек тоже. Сейчас нужно порастрочить все детали по контуру на машинке, но прежде чем это делать, я приметала их вручную, вот видите, крупным стежком, чтобы они держались и чтобы легче было работать. Работаем прямой строчкой, у меня это единичка, на максимальной ширине стежка. Шить будем аккуратно и очень медленно по самому краю. Одна тапуля у нас уже готова. Вот как получилось с обратной стороны. По самому краюшку я прошла аккуратненько и очень медленно. Если у вас вот в этих местах толстых не идет машинка, лучше остановить ее и прокрутить маховик вручную, потому что можно сломать иголку. Теперь все лишние обрезки вот эти вот нужно просто убрать. Обрезаем. Нам нужно очень по самому краюшку обрезать, потому что мы будем прихватывать сейчас бейкой, ничего лишнего нам не нужно. Остался последний завершающий этап. Будем по краю тапочек пришивать косую бейку. Она несет всего лишь декоративную функцию, закрывает некрасивый срез. Так как в магазинах я не нашла бейку нужного мне цвета, я сделала ее самостоятельно из остатков атласа. Ширину бейки я делала 3 сантиметра, заложила по одному краю, а длина на мой размер тапочек понадобилась мне 64 сантиметра с запасом. Бейку я сначала пришиваю вручную, приметываю, а затем уже пристрачиваю на машинке. Вот таким образом я подготовила себе косую бейку, заложила ее с одной стороны. И теперь вот этой заложенной стороной мы будем прикладывать к лицевой стороной тапочек, а вторую сторону закладывать под подошву. Закончила я пришивать косую бейку. Времени у меня ушло достаточно много, скажу честно. Ну, потому что у меня, во-первых, капризничает машинка, не хочет прошивать толстые материалы.
Во-вторых, я еще пожадничала, не сняла с основы, там шел тоненький картон, я думаю, оставлю для усиления. Ну и сама по себе операция, всегда у меня уходит на эту операцию достаточно много времени, она требует аккуратности, внимательности. Но, однако, я справилась, и тапочки уже готовы. Получились красивые, модные, легкие и удобные, комфортные тапочки. Они совершенно не ощущаются на ногах и тактильно очень приятные. Поделитесь своим мнением в комментариях, понравилась ли вам моя переделка или нет. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами. Не забывайте оценивать видео и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые переделки. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения и до новых встреч!